Ола, амигос, на связи Матвей. Уверен, абсолютно все из вас уже слышали, что у Samsung вышел новый флагманский смартфон серии S21. А точнее Galaxy S21, S21 Plus и S21 Ultra. Ни один техноблогер не обошел эти смартфоны стороной, и скорее всего вы уже видели на них обзор. Но сегодня мы посмотрим на эти смартфоны с другой стороны, как еще не смотрел никто до меня на ютубе, а конкретнее проверим, какую же производительность показывают новые смартфоны от Samsung в играх. Дабы это проверить, в пример я буду брать очень популярную и производительную для смартфона игру под названием Fortnite. Не спешите закрывать это видео, потому что я вас убеждаю, в этом видео есть на что взглянуть. Samsung в своей новой флагманской линейке Galaxy представили новый инновационный процессор собственного производства. Ну а еще, как мы знаем, Fortnite и Samsung очень давно тесно сотрудничают, поэтому на этих смартфонах также присутствует великолепная оптимизация данной игры. Теперь на рынке смартфонов 90 FPS Fortnite Mobile поддерживает не только OnePlus 8. Но обо всем этом мы поговорим в сегодняшнем видео. Перед тем, как мы перейдем к сегодняшней теме, если вы впервые на моем канале, если вы так же, как и я, играете в Fortnite Mobile, да даже если вы играете в Fortnite на любой другой платформе, обязательно оформите подписку. Тут вы сможете найти единственный и лучший контент по Fortnite Mobile во всем СНГ. Ну а если вы уже подписались, то ни в коем случае не стоит забывать, что наилучшая поддержка меня — это мой тег автора Мотивкар в вашем ежедневном магазине Fortnite. Смело вводите его и покупайте исключительно с ним. Также вы можете добавлять скрины ваших покупок с моим тегом в специальный альбом нашей группы канала ВК. Ссылка в описании. Так вы сможете попасть в ролик, как и следующие ребята в конце видео. А если у вас нету ВКонтакте, вы также можете добавлять скрины ваших покупок с моим тегом в специальный канал в нашем Discord сервере. Ссылку на него вы тоже найдете в описании. Ну а теперь, после небольшой саморекламы, предлагаю вам посмотреть, как пойдет Fortnite, то бишь одна из самых производительных игр на смартфоны, на новых телефонах от Samsung серии S21. Ну и вот представляю к вашему вниманию смартфон Galaxy S21, S21 Plus и S21 Ultra. Для начала предлагаю пробежаться по основным характеристикам каждого смартфона, ну так, для общего понимания. Сейчас перед вами Galaxy S21, самый маленький смартфон из всех представленных. Начнем, пожалуй, с экрана, потому что я думаю, это главная фишка новых смартфонов. Сам экран покрыт новым инновационным стеклом под названием Gorilla Glass, в принципе, как и на новых iPhone 12, но в отличие от iPhone, здесь установлен экран с частотой обновления 120 Гц и разрешение 1440 пикселей. Также здесь очень блестящие стальные бока, ну и задняя часть выполнена из пластика. По классике здесь установлен подэкранный сканер отпечатка пальца. Телефон имеет одну фронтальную камеру и 3 основных. Сейчас мы как раз таки про них и поговорим. На внешней части телефона установлено 3 камеры, а именно, во-первых, основная на 12 мегапикселей, ультраширокоугольная тоже на 12 мегапикселей и телефото на 64 мегапикселя. Как вы можете заметить, максимальное увеличение на фотографии 30х, ну а на видео 12х. Фронтальная камера всего лишь одна, имеет небольшой вырез в центре экрана и имеет разрешение в 10 мегапикселей, ну а также поддерживает широкоугольный формат. Цены на Galaxy S21 вы можете увидеть у себя на экране. Про Galaxy S21 Plus я вам ничего говорить не буду, это точно такой же телефон, как и Galaxy S21, просто побольше. Единственное, что я могу добавить, это то, что у Galaxy S21 Plus емкость аккумулятора больше и составляет 4800 мАч, в то время как у обычного Galaxy S21 всего лишь 4000. Так что перейдем к самому крутому и навороченному телефону из этой тройки, а именно Galaxy S21 Ultra. Начнем с экрана. Здесь он также имеет частоту обновления 120 Гц, но в то время как у предыдущих смартфонов разрешение экрана всего лишь Full HD+, тут установлен WQHD. Знаю, что только что вы ничего не поняли, просто знайте, что у Galaxy S21 Ultra экран лучше, чем у других моделей. Цветопередача получше, что-то типа этого. А еще задняя часть выполнена не из пластика, а из настоящего алюминия. Ну а также тут целых 4 основных камеры, один датчик по типу лидар, но только для Samsung,
Samsung, о которых мы как раз таки сейчас и поговорим. Основная камера имеет разрешение 108 мегапикселей, ультраширокоугольная в 12 мегапикселей и два модуля телефото по 10 мегапикселей. Максимальный зум на фото 100х, ну а на видео 20х. Ну а также Galaxy S21 Ultra имеет емкость аккумулятора аж целых 5000 мАч. Есть одна небольшая фронтальная камера с небольшим вырезом в центре экрана, а ее разрешение составляет целых 40 мегапикселей. Так же, как и в других моделях, присутствует широкоугольный формат. Также все новые Samsung линейки S21 имеют одну очень крутую фишку, которую я вам хочу рассказать, а именно это стабилизация. Привожу пример на ультра версии, но она такая же, как и на Galaxy S21, так и на Galaxy S21 Plus. Просто посмотрите, я включаю видео, бью пальцем по телефону достаточно сильно, а телефону абсолютно все равно. При этом, что и на широкоугольном формате, что и на зуме 10х, я бью сильно по телефону пальцем, и ему абсолютно все равно, я его как будто держу в мертвых руках. Теперь смело можно заявить, что Apple далеко уже давно не первый в стабилизации видео на своих смартфонах. Все это, конечно, круто, но давайте теперь о грустном, а точнее о цене. Сейчас вы можете увидеть цены на Galaxy S21 Ultra, ну а сейчас на Galaxy S21 Plus. Пока мы тут разговаривали, Fortnite уже давно установился, так что предлагаю перейти к самой игре и производительности данных телефонов. Кстати, оцените, насколько здесь узкие рамки. Они в 2 раза тоньше, чем рамки у айфона, хотя и сам экран тут немного выпуклый, оцените. И да, чуть не забыл, ультраверсия толще, чем Galaxy S21 и S21 Plus. Ладно, все, давайте наконец-то перейдем к нашей игре. Это далеко не маловажная часть, просто посмотрите, какие здесь настройки есть. 20 FPS, 30 FPS, 45 FPS, 60 FPS и 90 FPS. Да, OnePlus 8 нервно курит в сторонке. Что ж, начнем, пожалуй, с Galaxy S21. Выставил 90 FPS на средних настройках графики и 100% 3D графики. И знаете, что-то тут 90 FPS даже и не пахло. Вот я лечу в автобусе, у меня минимум 50 FPS, в среднем так 60 FPS. Прыгаю из автобуса и начинается полная жесть. Как-то даже неудобно стало, вроде смартфон крутой, да и настройки 90 FPS есть, но где они? Не знаю, может это потому, что я выставил 100% 3D графики или средние настройки, может быть на низких, или там 50% или 75% 3D графики, были бы тогда быть стабильные 90 FPS. Но пока что есть, то есть. Побегал я, короче, так минут 5 и так и не встретил 90 FPS в игре. Да, как-то получилось достаточно грустно. Зато здесь доступны 60 FPS на эпических настройках графики. Давайте-ка попробуем их выставить и посмотрим, как они себя проявят в нашей игре. Все же, какой же красивый Fortnite на эпических настройках графики. Как будто играешь в абсолютно другую игру. Вот я лечу в автобусе и в среднем у меня FPS 40, прыгаю из автобуса, понижается до 30, потом опять до 40. Короче, так и живем. Зато эпические настройки графики и игра красивая. Уверен, будет все стабильно, если выставить эпические настройки графики и 45 FPS. Ну а также, думаю, 90 FPS будут стабильны, если выставить там 75% 3D графики и низкие настройки графики. Ну а пока я продолжаю играть на эпических настройках 60 FPS на Galaxy S21, хочу вам немного рассказать про процессор и вообще внутренние характеристики данной тройки смартфонов. Все три смартфона оснащены новым инновационным процессором Exynos 2100 производством самих Samsung. Galaxy S21 и S21 Plus имеют оперативную память в 8 ГБ, ну а их модель Ultra имеет целых 16 ГБ оперативной памяти. Еще круче. Вообще в 2017 году Samsung уже пытались поставить свои смартфоны на их процесс Exynos. Но тогда это не увенчалось успехом, ибо процессоры были очень плохи, поэтому Samsung вернулись к Snapdragon. Ну а сейчас Samsung заявляет, что устранили все неполадки с их процессором, и сейчас их Exynos где-то на уровне современных Snapdragon. Ну да, как мы видим, 90 FPS в Fortnite. В натуре 90 FPS. Ладно, давайте посмотрим, как обстоят дела с игрой на Galaxy S21 Ultra. Я пропущу Galaxy S21 Plus, потому что по сути 21 и 21 Plus это один и тот же телефон, просто один больше другого. А так, что процессор, что оперативная память, у них все одинаковое. Короче, выставляем 90 FPS, средние настройки графики и идем в катку. Не понял. Где мои 90 FPS? Я просто стою на стартовом острове, смотрю в пол. Их все равно нет. Боже, это же Galaxy S21 Ultra. Зачем они вообще включили
90 FPS, если они по сути не работают? Не, ну конечно, вдруг там есть 90 FPS, но для этого надо сделать низкие настройки графики, 50% 3D графики и играть в творческий режим. Ну а так, блин, я же просто в паблик зашел, я даже в пол смотрю, у меня все равно максимум 50 FPS. Вот, я лечу в боевом автобусе. Где они? В среднем 55 FPS. Вот, я выпрыгнул, все равно оптимистических прогнозов дать не могу. Иногда мне кажется, что Samsung сделали на своих флагманских смартфонах поддержку 90 FPS в Fortnite чисто на понтах, потому что, по сути, я их еще ни разу за игру не наблюдал. Но может мне какой-то бракованный Samsung попался или просто не мой день, я не знаю, судить вам. Вот я уже бегаю в колких башнях и все равно в среднем у меня где-то FPS 50. Иногда думаю, что даже мой Honor 20 View намного лучше, чем этот Samsung Galaxy S21 Ultra. 5 минут игры, 90 FPS я так и не встретил, в среднем у меня FPS 50. Ладно, давайте посмотрим на другие настройки. Кстати, донат Fortnite Mobile на Samsung все же есть. Тут я выставил 60 FPS, эпические настройки графики и 100% 3D графики. Вот реально, на этих настройках у меня FPS столько же, как и на средних настройках в 90 FPS. В среднем 50. Вот я лечу на боевом автобусе, в среднем у меня FPS 40. Ну, учитывая, что это эпические настройки графики, 100% 3D графики, я думаю, результат хороший. Вон, сейчас практически до 60 подскочили. Прыгаю из автобуса, понижается до 30 FPS, но потом снова становится стабильно 50 FPS. Когда я лечу над локацией, то же самое. Ну и когда я бегаю, у меня тоже в среднем FPS 50. Конечно, иногда проседает до 40, но также часто у меня повышается до 60. Все же играть с хорошим FPS в Fortnite на эпических настройках графики, при этом все на телефоне, очень кайфово. Жаль, что это умеют только единичные телефоны. Так, думаю, с этим вам все ясно, и теперь ради эксперимента мне было интересно поиграть с 45 FPS. Настройка новая, на других андроидах я еще не замечал, так что погнали смотреть. Я поставил 45 FPS на эпических настройках графики и 100% 3D графики. И, честно говоря, пока мне кажется, это лучший вариант настройки. Эпическая графика есть, 100% 3D графика есть, и при этом максимально стабильный 45 FPS тоже есть. Красота никак иначе. На автобусе лечу стабильные 45 FPS, прыгаю из автобуса тоже стабильные 45 FPS, лечу над локацией и до сих пор мой FPS не падает. Конечно же, бывает колебания плюс-минус 1 FPS, но это не серьезно. Забавно, но оказывается 45 FPS на эпических настройках графики оказывается намного лучше 60 FPS на эпических настройках графики и куда уж лучше настройки 90 FPS. Не знаю, как это работает, честно говоря. И я вот тут задумался, почему до сих пор такой настройки нет абсолютно на любых Android устройствах. Да, прекрасно понимаю, что 60 FPS потянет не каждый Android, но хотя бы 45 FPS это уже куда уж лучше лагающих 30. Плюс к этому 45 FPS куда уж проще оптимизировать к Android, чем 60 FPS. Короче, эпики, вам на заметку, делайте 45 FPS на всех ваших Android устройствах. А то мы такие бедные, приходится нестабильные какие-то APK-файлы скачивать. Ну, в принципе, это все, что я хотел вам рассказать про новую линейку смартфонов от Samsung под названием S21. Пишите в комментариях, нравятся ли вам телефоны или нет, или может уже какой-нибудь счастливчик смотрит это видео с новенького Samsung, не знаю. Если вы досмотрели этот ролик до этого момента, уверен, он вам понравился. Ну и мне он тоже понравился, я очень сильно старался над ним, когда я его монтировал, когда я его снимал. Так что, пожалуйста, проявите максимальную активность. Лайк обязательно и подписка, если вы тут впервые. Ну а по традиции, с вами как всегда был Матвей, hasta luego!